2022 год. Я спокойно проходил Elden Ring, ковырял боссов, пылесосил локации и постепенно приближался к концу игры, пока не встретил его. И нет, это не Радагон, не Мог и даже не Радан. Маликет. Когда люди проходят весь Elden Ring на коврике от Just Dance, меня попустил какой-то бомж в балахоне. Маликет убил меня кучу раз, и я забил на игру. На самом деле, он вскрыл недостатки моего билда, а именно прокачки. Я тогда не смотрел, чем все нагибают, а просто играл по наитию. В итоге выкачав старую тему из первого DS в 40 силы и 40 ловкости. И закономерно пососал. Но когда вышло DLC, я решил вернуться и показать, кто тут хардкорщик. Первым делом я исправил раскачку, выделив в ней силу, а броню и оружие оставил нетронутыми. А то эти билды с катанами на кровоток уже всех заебали. Да и я хочу пройти Elden Ring своим билдом, а не чьим-то другим. Залетаем к Маликету, и так вышло, что как только я решил заснять свое прохождение, он тут же сдох. Ну ты мудак, даже футажей почти не оставил. В общем, босс, как по мне, отражает всю суть Elden Ring. Имеет две стадии, любит бить задержкой, прыгает по всей арене, так еще и имеет дебильную АОЕ атаку. Вполне неплохой босс для вашей жопы. После него я двинул за Годфри, чтобы после прохождения DLC остался только финальный босс. Годфри, конечно, тот еще тип. Топором машет, что-то там срет, а во второй стадии решает, что он вообще не Годфри, а из-за чего бой с ним превращается в бесконечное уклонение от его захватов. На самом деле прикольно, мне даже понравилось. Когда еще меня будет кидать в небо здоровенный полуголый мужик? Плюс, в отличие от Маликета, он сдох с третьего раза. А это означает только одно: настало время DLC. Но перед этим нужно избавиться от Мога. И вот этот черт уже заставил меня попотеть. Притом в начале-то ничего сложного, вполне себе адекватный босс, который резко переобувается в первостатейную гниду, начав кастовать свою сраную магию, дамажа меня и при этом хиля себя. Охуительно! Выпив нашей кровушки, он как на спидах начинает летать по всей арене и засирать все огнем. Приходится привыкать к его атакам и стараться не тупить в одном месте, чтобы он меня не поджег. Убив Мога и коснувшись руки Микеллы, мы попадаем в царство теней. Отдельную игровую область с кучей локаций, новых мобов и, конечно же, боссов. В этот раз Миядзаки решил попустить всех задротов, прошедших оригинал по 100 раз, выдав финт ушами с осколками древа упадка. Это хитрый ресурс, работающий только на территории DLC. Собирая эти штуки и активируя их в местах благодати, мы усиливаем свой урон и уменьшаем урон по себе. Если их не собирать, то к концу DLC будет очень грустно. Плюс это подталкивает игрока к исследованию локаций. Только если вначале я их честно искал, то уже к середине открыл интерактивную карту, а потом и вовсе видео с их нахождением. Чего и всем вам советую, если вы не хотите вынюхивать каждый куст. Первый босс, который я встретил, был Лев на тряпках. Прекрасный босс, чтобы показать отношение Миядзаки к игроку. Босс крутится как червяк, при этом летает и, конечно же, имеет несколько конченых атак. А когда вы приноровитесь, он начинает использовать силу стихий. Самая опасная из них — это молния, особенно когда он резко ее метает в вас. Я старался перетерпеть стадию с молнией, а на остальных наносить дамаг. Получалось не очень, особенно когда эта хрень тебя зажимает в углу. Потеряв больше половины хп, босс начинает миксовать стихии одну за другой. И я бы не сказал, что это прям сильно усложняет бой. Куда больше раздражало его конченное перемещение, из-за которого он постоянно зажимал меня у стены и, конечно же, опиздюливал. Точно не скажу, сколько я с ним проковырялся, но достал он меня знатно.
Никогда не любил такого типа боссов. Зато вот следующий босс — это прям то, что нужно. Несмотря на всю свою сложность. Это Рилана. Все ее атаки видны, комбо ебанутые. В общем, все как мы любим. Надо прям сидеть и заучивать ее мувсет. Я прям кайфанул. Даже сейчас, пересматривая запись, битва все еще производит впечатление. Насчет же самого боя, то было не просто привыкнуть уворачиваться от всего этого кала. Ведь кроме своих комбух, Рилана прямо как Вергилий любит кастовать призрачные мечи, отправлять за мной синий пендаль и доставать из своих широких штанин огромный меч, накрывающий круговой атакой почти всю арену. А если выбить этой профурсетки половину хп, то уже начинается настоящее блядство. Потому что Рилана наделяет свои мечи магической и огненной энергией. Из-за этого у нее растет урон, она начинает активнее наседать и постоянно спамить магией. Пару раз померев, я понял, что далеко не все ее атаки наносят прям много урона. Например, удары по мне только одним мечом вполне терпимы. Поэтому я начал активно ее пиздить, выводя из равновесия и проводя критическую атаку. Правда, во второй стадии такая хрень уже просто так не работает, и приходится уворачиваться от ее лютого спама, чтоб под самый конец Рилана взяла и выкатила свои яйца. После такого меня уже ничем не удивить. Я начал жестко потеть, победа уже была близка, но я ошибся и сдох, не добив буквально пару тычек. Видели бы вы, какая у меня началась тряска. После этого я так пригорел, что пару раз сдох прямо в начале. Но взяв перерыв и приободрившись, я все же отправил Рилану на тот свет. После победы над ней можно спокойно идти изучать локации DLC. Но я не стал сразу идти черти куда, а двинул прямо к следующему боссу. Золотому гиппопотаму. Дебильнейшему животному, которое постоянно меня хавало. И вроде бы больше ничего не предвещало беды, как это чудовище начало кататься по всей арене как Соник и выпускать кучи игл. Ладно, хоть он больше ничего не выдал, так что за десяток траев я его попустил. И вот именно сейчас стоит рассказать про локации. Ведь сразу после босса я совершенно случайно забрел в лес бездны. Самую душную локацию по мнению большинства игроков. И вы подумаете, что я совсем ебанулся, но мне реально понравилось. Невероятно атмосферный и запутанный лес, от которого так и веет темным фэнтези. Огромные деревья, туман и безумные твари, которых непонятно как убить. И я пытался с ними сражаться, пробегать, обходить на стелсе, но все оказалось куда проще. Их надо парировать. Достаточно сделать это один раз, после чего по ним начинает проходить урон. Насчет же остальных локаций, они мне запомнились гораздо меньше. Хотя визуальный стиль игр Миядзаки, как всегда, великолепен. И я частенько залипал на те пейзажи, которые рисует нам игра. Особенно на монументальность замков, гор и гниющего древа упадка. Смотря на все это, складывается впечатление о гигантском размере игрового мира и то, насколько ты в нем мал. Вернемся к боссам. Следующий, к кому я пришел, был Гниющий Рыцарь. Не особо интересный босс, хотя дорога до него заняла немало времени. Я пару раз от него сдох, а потом откис уже он. Но смысл тут не в боссе, а в том, что за ним сидит святая Трин. У нее можно испить чудесный нектар. Женщины. Алчные. Корыстные. Злобные. Повторив эту процедуру несколько раз, нам немного расскажут о сюжете. А именно, то, что нужно остановить Микелу, полубога, отрекшегося от своей плоти, чтобы стать новым божеством. Во все это хитросплетение сюжета я особо не вникал, потому что к 4-й части Dark Souls мне уже надоело выяснять лор, читая описания всякой херни и изучать кучи страниц на вики. Самое главное, это то, что Марика это Радагон, Радагон это Марика, а Микела их сын. Мы же играем за погасшего, одного из множества людей, изгнанных из Междуземья, вернувшихся для обретения благодати и восстановления кольца Эодена.
некой метафизической концепции, определяющей основы мироздания. К следующему боссу я шел через скалы и кучи драконов, чтобы найти древнейшего и гнуснейшего из них – Бейла Ужасного. Это классический пример дракона от Миядзаки. Куча хп, любит насрать огнем, и большую часть боя камера смотрит ему в район жопы. И если первую половину сражения дракон не выдает ничего оригинального, то во второй стадии он начинает кастовать кучу фейерверков, будто он хочет убить не меня, а мою видеокарту. И хоть он кучу раз взрывался, бой с ним мою жопу так и не подорвал. Раздражало лишь то, что его реально долго ковырять. После дракона-террориста меня решил отпиздить маг. Вроде несложный босс, но в отличие от всякого кала, который я даже не упоминал, сраный цветок заставил меня попотеть, опутывая своими корнями, очередными взрывами и прочим говном. После мака я пришел к Рамине, обязательному для прохождения боссу, которого я убил со второго раза. Она что-то там крутилась, красиво пускала бабочек, но моему перекачанному типу уже все равно. И как в наказание за простых боссов, следующий заныкался так, что пришлось выполнять целую цепочку квестов графа Эмира, в которой нужно найти 3 руин пальцев и подуть там в колокола. Но Миядзаки был бы не Миядзаки, если бы было все так просто. Поэтому, чтобы попасть во 2 руины, нужно найти в какой-то дыре специальный жест. Использовать его рядом со статуей Марики, и только тогда проход в секретную локацию будет открыт. Интересно, как я должен был сделать это без интернета? После дудения во 2 колокол надо дождаться ночи и спуститься в тайный проход под троном графа. Там был последний колокол, активация которого телепортирует нас к матери пальцев Митир, непонятному хтоническому существу. Бой с ней вроде несложный, но откиснуть от лазера или спамерских атак вполне легко. Во 2 фазе босс начинает использовать темную энергию и летать по всей арене, из-за чего за ней постоянно приходится бегать, наносить один удар, а потом отбегать, из-за того, что босс опять начал кастовать свое дерьмо. Короче, босс полный кал. После ее убийства на нас еще и агрится граф, ведь он изучал Митир, чтобы самому стать матерью пальцев. Вот и делай квесты этих куколдунов. Следующий босс засел в глубинах леса бездны. Это Мидра, тщедушный старик, поклоняющийся яростному пламени. Зайдя к нему на арену, нас обманчиво встречает хилый дед. Но только стоит его нахлобучить, как тот вырывает себе голову и его охватывает яростное пламя. В таком облике дедок уже может постоять за себя, атакуя кучей разных атак и настакивая у нас безумие. Крайне неприятный тип. Вот вроде жестко пиздишь его, а потом он берет и чуть ли не сходу тебя убивает. Из-за чего первые разы я просто сосал, узнавая, что он умеет делать. Да и узнав все его приемы, я все еще откисал от какого-нибудь резкого высера. Вы все прекрасно знаете эти атаки с задержкой, когда босс вначале замахивается медленно, но потом резко ускоряется и дает тебе пизды. Прекраснейшее изобретение Миядзаки-сана. И почему-то именно на Мидре от всех этих атак я никак не мог увернуться. В итоге победил я его так же неожиданно, как от него помирал. В один момент тупо заспамив, даже не зная, что сказать. Вроде неплохой босс, но мне больше нравятся боссы по типу Риланы. И дальше, вроде как должен идти человек, ухитрившийся и на кол сесть, и вилку в глаз выбрать. Но по какой-то неведомой причине запись драки с ним и с командующим Гаем пропала. И если про первого я ничего плохого сказать не могу, весь набор душного босса из Elden Ring присутствует, то вот командующий это просто пиздец. Вот какой сделал этого босса с его конченным чарджем. Так и хочется взять и хорошенько пожать ему руку. Самый конченый босс всего дополнения. Меня спасало лишь то, что у меня была поступь ищейки. Давая его прямо в это разбегающееся уебище, я мог увернуться от чарджа, а потом потихоньку его заковырять. И хоть мои файлы постиг Роскомнадзор, самое главное осталось – Радан. Его воскресил Микелла. И не просто воскресил, а запихнул его душу в тело Мога.
Так получился не тот чумной попущенец из основной игры, а вот это перекачанное нечто. Безумнейший босс, проходя которого, я думал, что просто ёбнусь. И все следующие ролики буду делать из дурки. Целых 5 с лишним часов у меня ушло на это чудовище. При том, что я делал перерывы и играл в разные дни. Но жопу от этого поджигало не меньше. Ведь у Радана самый большой набор паскудных атак. Вначале босс, как хитрый манипулятор, завлекает игрока кажущейся простотой. Комбо хоть и длинные, но вполне понятные. Все атаки видны, а от гравитационной магии легко увернуться. На первом трае я даже сразу дошел до второй фазы. И то, что меня ждало там, это что-то невероятное. Какие-то санстрайки, сбивающие перекат, фантомные комбо и, конечно же, взрывы, взрывы и еще раз взрывы. Иногда Радан может сжалиться над вами и приобнять вашего героя, не нанеся урона. Но если вы во второй раз поведетесь на эту уловку, то вас ждет мгновенная смерть. А самое классное то, что после такой аннигиляции во второй фазе начинаешь сосать и в первой, потому что и там на самом деле есть свои приколы. Но в отличие от второй фазы, тут все атаки можно спокойно заучить и чуть ли не идеально уворачиваться. Когда как во второй, эти лазеры из космоса просто все портят. То не видно, как Радан тебя атакует, то этот странный лучик тебя заденет и потом накроет другой атакой, то произойдет еще какая-нибудь шляпа. В общем, босс реально сложный. Возможно, самый сложный из тех, что я видел в играх. В итоге, спустя миллион смертей, я начал хоть как-то противостоять Радану во второй фазе, доживать до огромного взрыва и даже чуть его не убил. В этот момент я почувствовал всю тленность бытия. Жизнь буквально ускользала из моих рук. Я вышел на балкон, закурил. Да ладно, я угораю. Я сразу же пошел его пиздить дальше. И еще через кучу попыток, наконец-таки разъебал эту мразь. Вот именно ради этого момента и играешь в игры Миядзаки. Чувство настоящего триумфа после победы над ненавистным боссом. И вы уже думаете, что это конец, но нифига подобного. Нас еще ждет моление. Сложнейший босс до выхода DLC. Моление – идеальный босс для размятия вашей пятой точки. Она резко атакует, уворачивается, может провести конченый захват, так еще и при всем этом с каждой атаки вампирится. Но в отличие от того же Радана, бесконечно спамящего атаками, моление ведет себя очень размеренно и неторопливо, позволяя противнику атаковать первым, чтобы потом самой резко сорваться в контратаку. Короче, крутой и стильный босс, за исключением одного гаденького приема – водного танца. Во время него моление взмывает в воздух, а потом летит прямо тебе в ебало, разрезая все вокруг. И так целых 3 раза. Крайне сложная атака для уклонения. Как бы я ни уворачивался, часть этих ударов меня всегда задевала. Но это лишь вершина айсберга. Ведь у молений, конечно же, есть вторая фаза, в которой ее атаки еще и начинают накапливать у нас красную гниль. Моления становятся агрессивнее, появляются новые атаки, модифицируются старые, а помножив это на водный танец, получается пиздец. Потратил на нее в 3 раза меньше, чем на Радана, но жопу она поджигала знатно. В один момент я даже пошел смотреть ролик на ютубе, как уклоняться от этой дебильной атаки. И ну его нахер, какие-то закручивания босса, как получается, так и буду уворачиваться. Сдох в итоге еще кучу раз, но все равно победил. Остался последний босс, знаменующий конец Элден Ринга, Радагон, ждущий нас внутри древа Эрт. Тут очевидно, что к боссу надо было приходить раньше, ведь после DLC он не вызывает особой сложности. Да, он что-то там прыгает, долбит своим молотком по земле, но урона от этого мало, поэтому начинается жесткий фейс-ролл. После победы над Радагоном земля разжижается и оттуда вылезает зверь Элдена. Огромное космическое существо, посланное в этот мир великой волей. Босс далеко не самый сложный, хотя есть пара неприятных атак.
Самое раздражающее – это то, что босс постоянно от тебя уплывает. Благо на арене можно использовать ездовое животное. А так, хоть я и собрал все его атаки, но все равно убил его с первого раза. Так еще и застанил в самом конце. Представляете? Застанить бога. В каком-то смысле саму сущность этого мира. Вот это я понимаю сильно. Затем мы собираем едино кольцо Элдена и становимся новым повелителем. На этом заканчивается Elden Ring. И что можно сказать по игре? Боссы уже настолько конченые, что выдают все возможные в этой вселенной атаки. Санстрайкер Радана – это вообще оружие судного дня, которое нужно запретить Женевской конвенцией. Жду, когда после смерти игрока в игре боссы начнут давать пизды уже в жизни. А если серьезно, то хоть у меня и знатно пекло, но все же понравилось проходить Elden Ring. Музыка, сражения, визуал – все на высочайшем уровне. Но есть один нюанс – это открытый мир. И если на бумаге Dark Souls в открытом мире звучит круто, то на деле все не совсем так. Несомненно, мир, нарисованный Миядзаки, выглядит эпично и красиво. Только вот с наполнением этого мира возникли проблемы. Часто попадаются огромные пустые пространства, в которых происходит ни-ху-я. При этом сам мир просто гигантский. Пока ты будешь зачищать все эти замки, данжи и прочее говно, ты просто заебешься. У меня на одно полное прохождение ушло целых 120 часов, что, как по мне, уже перебор. Да, конечно, бывает интересно забраться в какую-то жопу, спуститься к 3 пальцам, посмотреть на подземную часть мира, но когда прям надо зачищать одинаковые пещеры, чтобы найти кузнечные камни, или собирать по кустам осколки древа упадка, Elden Ring начинает сдавать. В остальном же это отличная игра, с кучей разных билдаков, сложных боссов, оружия, броней и, конечно же, магией. Интересно, как дальше From Software будет развивать весь этот жанр? А у меня на этом все. С вами, как всегда, был Дюха, не забывайте подписываться. Всем удачи и до новых встреч!